Друзья, привет! Я пришла на рынок Старый Клепаш. Он находится в Кракове, недалеко от центра города, и хочу купить что-нибудь вкусное. Узнала о нем перед Пасхой, заходила сюда, но ничего не снимала. Думаю, вам тоже будет интересно сейчас со мной сходить и посмотреть, как этот рынок выглядит. Ну и хочу что-нибудь купить, то не приобретешь в сетевых магазинах. Как обычно, есть вещевая часть рынка и где продают продукты. Здесь точно продаются помидоры, которых нет в магазинах. Выглядят аппетитно. И красивая ягода. Есть отдел «Все для цветов, растений». Вот такие здесь павильоны. Выпечка, сладости. А еще такие ведра с оливками. Специи. Разная зелень. В общем, бакалеи, мясные ряды, мед, любые различные локальные продукты. Всего очень много, и глаза разбегаются. Хотя сам рынок не очень большой, достаточно компактный, что считаю хорошо. Легко ориентироваться. И перед Пасхой сюда заходила, тут прям некоторые павильоны были очереди, особенно колбасные, рыбные. Мне кажется, люди сюда часто приходят уже в какие-то свои проверенные павильончики и покупают еженедельно продукты. Очень редко, кстати, можно найти вот этот копер в лоске. Не помню, как на русском он называется. Но с ним очень вкусный салат с грейпфрутом и копером в лоске. Красиво выглядят прилавки. Согласитесь? И здесь есть выпечка. Разные рулеты, маковец. А здесь, видимо, для животных разные вкусняшки. Конечно же, можно приобрести цветы. И здесь же в конце рынка есть кофейня. У нее хороший высокий рейтинг на Google картах. Пойду туда, а на обратном пути уже куплю какие-нибудь продукты домой. Вот так кофейня располагается прямо на рынке. Shy to straighten up my bones and be a man. I gotta tear this wall apart to let you in. Друзья, здесь есть такой литовский отдел, и я купила мой любимый литовский тортик. Называется шакотис. Очень вкусный. Мы уже его как-то покупали на рождественской ярмарке. Вот, и здесь они тоже продаются. Вот купила еще томаты и клубнику. Ну, кстати, не очень дорого, мне показалось. Нормально. Особенно клубника. И еще хочу купить такой красивый ревень. Wprowadźcie sankcje wobec tych ludzi. Zróbcie coś, żeby sankcje zadziałały. Zatrzymajcie morderstwa, śmierć, uratujcie Ukrainę. Putina do Hagi! Putina do Hagi! Putina do Hagi! Putina do Hagi! Ну вот, в воскресенье наши ребята высказываются здесь, в Кракове, против военных действий на Украине.
Вы видели бело-синий-белый флаг. Сейчас, наверное, по всему миру россияне с ним выходят. Ну и каждое воскресенье тоже проходит протест, митинг на главной площади в Кракове. Еще я хотела бы высказаться по поводу комментариев, которые вижу под моим первым видео из новой реальности. Не знаю, кто это пишет, из России или откуда. Иногда, мне кажется, это пишут боты, потому что много где упоминается опять про 8 лет. Если честно, эти комментарии я уже просто игнорирую. Где 8 лет, как бы все. Для меня это уже не существует. Это какая-то пропагандистский шаблон, мне кажется. Не знаю, даже смотрела интервью людей из России, если даже кто-то поддерживает власть, обычно как-то не употребляют эту фразу, поэтому, мне кажется, это просто используют в интернете для расшатывания настроений и все. А то, что мне написали, у меня какие-то фашистские взгляды или еще что-то в таком духе. Ребят, скажите, а что вы понимаете под понятием фашизм? То есть призвание к миру, осуждение того, что умирают люди, что погибают люди. Это значит фашистские настроения. Вот мне очень интересно, что плохого в том, чтобы быть на стороне мира, а не на стороне убийств. То есть я не понимаю, но, возможно, просто действительно это пишут люди из фабрики ботов, из армии ботов, которым нужно просто расшатать обстановку. И, пожалуйста, я стараюсь не вести, и вы, пожалуйста, тоже не ведитесь на такого рода провокационные комментарии. И у нас в Кракове сейчас вот такие толпы в середине апреля, выходной день, воскресенье. Очень-очень много людей. Присел отдохнуть и наслаждаться солнышком. Тепло, да. А я сейчас шла и встретила девушку из Украины. Она работает волонтером, собирает пожертвования на бронежилеты, на медикаменты, еще какие-то вещи. Вот. Мы с ней пообщались, она узнала, откуда я. В общем, все прошло позитивно. Мы с ней как-то поговорили минут, наверное, 5. Поговорили об обстановке. Поделились чувствами. Она такая очень приятная, открытая девушка. Такой опыт. Все как бы люди может быть очень разное восприятие. Вот мы тоже недавно пользовались услугами такси, и приехал мужчина-украинец. Он нас спросил, что мы из Украины. Мы говорим, нет. Он говорит, Беларусь? Нет. Россия? Он говорит, о, ребята, ждите следующее такси. Короче, он не хотел нас везти, но потом он сказал, есть такая просто в Uber можно выбрать такси для Украины, Uber для Украины, и там тоже какая-то сумма отчисляется в пожертвование на помощь. И он сказал, что нужно было хотя бы такое такси тогда вызвать. Мы сказали, что мы и так помогаем. И он так подумал и говорит, тогда ладно, раз вы помогаете, я вас отвезу. И мы тоже с ним разговаривали, ехали. В общем, нормальный мужчина, адекватный. Пока вот такие случаи на нашем пути происходят, когда выходишь из дома, выходишь из зоны комфорта, выходишь в мир из тепличных условий. Конечно, много здесь с этим можешь сталкиваться. Такая реальность. Видите, никто не бьет, можно общаться, разговаривать, объясняться человеческим языком. Человек даже может говорить на украинском, ты отвечаешь на русском, и в принципе, если ты ведешь себя адекватно,
встречаешь адекватного человека, то ситуация проходит позитивно в целом. Если вообще говорить о том, как мы сейчас на данный момент себя чувствуем, я бы сказала, что да, конечно, уже ситуация немножко отпустила, стало как-то все понятнее, что происходит, чего ожидать, и уже как-то все прогнозируемо для нас становится. Чувствуем здесь нормально. Да, иногда нужно будет каким-то образом выстраивать отношения. Везде в Польше ты будешь взаимодействовать с украинцами, потому что их очень много. Ну вот, как сказала, у нас как бы нормальные случаи с нами происходили. Да, будут какие-то возможные неудобства, но я сейчас это воспринимаю скорее уже как данность. Хочу ли я вернуться в Россию сейчас на данный момент? Наверное, нет. Точно нет. Вот, потому что, ну, в целом чувствую себя здесь хорошо, ничего не происходит, никого не бьют, ничего такого страшного. Главное оставаться человеком адекватным, и я думаю, все будет хорошо. Могут какие-то ситуации, может случаться не очень комфортные, но тоже смотря, как ты их воспринимаешь и относишься. Я просто еще хочу сказать, что, по крайней мере, мне нравится то, что я могу выражать здесь свою позицию. Вы видели, что люди выходят на протесты, их никто никуда не забирает. И мне кажется, все же такого рода свобода слова, как бы это норма и должно быть в мире, по сравнению с тем, что если бы я вышла, например, на такой протест в России, и меня бы забрали там в РОВД или куда, побили, еще что-то со мной сделали. Ну, то есть, как бы это даже элементарный вопрос безопасности. Поэтому здесь, наверное, я себя чувствую более безопасно, чем, наверное, бы чувствовала у себя в стране. Вот такие мои мысли. Еще, мне кажется, мы вот разговаривали с друзьями, тоже они в Сибири, и они поделились, как тоже сложно на самом деле, например, на работе быть в кругу тех людей, которые как-то поддерживают военные действия, не знаю, лояльны к правительству. И то есть это как бы реально сложно. Я даже, если честно, не представляю, как быть в такой обстановке, в такой среде, атмосфере. Мне кажется, для меня это было бы сложно, и все время бы внутри, наверное, какой-то диссонанс был, бунт, да, вообще как такое происходит. А здесь, я думаю, просто как-то в этом плане психологическом комфортнее, потому что, ну, большинство все же имеет такую одну позицию. Я не говорю, что как-то одна позиция — это хорошо. Нет, я считаю, что как бы могут быть разные позиции, но не позиция лояльности к насилию, во-первых, поддержки военных действий, и все же как бы свобода слова — это важно, что сейчас отнимается. Мы с Виталием вышли на прогулку, идем по улице Артура Гротгера, правильно говорю? Гротгера? Вот, Виталий меня привел показать новое место для нас. Мы еще здесь не гуляли. Что? Аллея Гротгера. И это место мне напоминает чем-то даже немножко Калининград. Нахлынули воспоминания. Здесь просто такие же небольшие двухэтажные дома, очень похожи чем-то, как в Калининграде. Классное
место. Хотели вообще сегодня, в воскресенье, хотели поехать на велосипедах до парка, до Айцузского парка. Есть такой недалеко от Кракова, в 20 километрах. Но что-то сегодня непонятное с погодой происходило. То дождь, то его нет. И мы не рискнули. И решили просто пойти погулять, поразведывать окрестности Кракова. Мы шли, гуляли и захотели есть. И сейчас увидели на Google Maps какое-то интересное заведеньице. Что там? Хинкали, хачапури. Ну, в общем, и креативно выглядит это заведение. Вот это заведение, а выглядит как огород издалека. Мы с Виталием в восторге от заведения. Классная, да? Очень здесь атмосферно, уютно, не знаю, так творчески и вкусная еда. Мы заказали еще один хачапури, потому что он был настолько вкусен, что нам показалось мало. Виталя получила тушенную бумажку на почте польской. Мы сейчас так волновались, распаковывая, что там написано. И Виталию дали карту побыта до... Ну, еще карту не дали. Ну, дадут до какого? До 25 февраля. До какого-то, февраля 2025 года, да? Да. Ура! Ну, в общем, один у нас человек уже практически с картой, да? Да, осталось такое. Ну, я пластик. поеду домой, если не дадут. Ну будем надеяться, что дадут все же. А как ты думаешь, если дают одному человеку, то и другому тоже? Ну, больше шансов получить, но не Больше гарантия. шансов. Ну да. А какая сакура по пути нам встретилась. Шикарная, как розовое облачко. На самом деле сейчас у нас будет не велопрогулка, а мы просто отвозим велосипеды на склад, так как мы уезжаем. Куда уезжаем, скажу в следующем видео. А в этом просто покажу, где мы будем хранить велосипеды, какие-то вещи. Вообще в Польше есть такие специальные места хранения, такие специальные склады с комнатками, кладовками, которые можно арендовать. Очень удобно. И покажу это место и прикреплю тоже ссылки. Возможно, кому-то пригодится. Люди этим пользуются, чтобы, например, отвезти вещи во время ремонта или хранить зимний инвентарь, сноуборды и другое. Очень удобно и классно, что в Кракове есть такое место, где можно оставить вещи на месяц, на два, на больше, хоть на сколько. Поехали!
Прямо мы едем достаточно много километров, но вот везде велосипедная дорожка. Получается 9 километров, да. Там, до этих мест хранения. Мы приехали. В общем, тут можно арендовать такие кладовки. Вот вам дают замочки на ключики или на парольчики. В общем, очень удобно. Мы уже вчера заключили здесь договор и сейчас привезли велосипед. Вот мы вчера уже привезли часть вещей. Можно полюбоваться. 2 часа и велики доставлены. Эти камеры хранения в таком здании похож на небольшой торговый центр. Вот. И все, вы туда приходите, оформляете договор, выбираете подходящего размера кабинку и все, храните вещи сколько хотите, оплачиваете ежемесячно. Друзья, я в аэропорту, где мы будем, узнаете через неделю. Ну, а пока мы полетели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео. До встречи!